Здравствуйте, в эфире программа «Процесс. Итоги недели». И сегодня здесь в студии Наталья Терехова, адвокат Михаила Ходорковского, и Александр Меликов, бывший судья, сейчас человек, который занимается частной юридической практикой. Здравствуйте. Конституционный суд, как мы знаем, отныне обязал российские суды пересматривать свои приговоры по указанию Европейского суда. Еще недавно президент Медведев на встрече с предпринимателями, правоохранителями и администрацией открыто заявил о смягчении наказаний за экономические преступления и ужесточении требований к судебной системе. Вопрос к вам двоим. Как вам эти события, как вам эти новости? Начинания это неплохие, но не хотелось бы, чтобы экономические преступления подменялись другими преступлениями, как это произошло в данной ситуации с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедем. Хотя они преступления, конечно, и не совершались. Наверное, в 90 или даже больше процентов случаев выхода с арестом применяется, соответственно, арест. То есть я считаю, это неправильно. Почему так происходит? Юридически же есть возможность этого не делать? Есть. Ну, потому что все это вот сверху идет, потому что такое отношение к отказам. Видите, вот я отказывал, теперь не в мантии сижу, а здесь. Вот. Независимая судебная система только пыталась, вот она только пыталась стать независимой в конце 90-х, ну, может быть, с середины до конца 90-х, да. И, может быть, кто-то это понял, кому это не нужно, и испугался этого. Мне кажется, вот что не зря было на Москву поставлен такой руководитель специально, чтобы завинчивать гайки. У нас же это сейчас трудно себе представить, да, чтобы суд там в отношении какого-то крупного чиновника без ведома там другой структуры противодействующей. Они никогда не там сами себя сажают, скажем так, в конфликтах каких-то. А вот именно так, как независимо до кого-то добрался, сейчас трудно представить. Насколько вот эта новость о том, что Конституционный суд отныне обязал российские суды пересматривать свои приговоры по указанию Европейского суда, сможет повлиять на исход процесса в Хамовническом суде? Мне так кажется, что когда процесс начался, то судья Данилкин пытается, ну, по крайней мере, показать перед всеми и открытость процесса, и о том, что в процессе есть состязательность и равноправие сторон, что является, ну, немаловажным для Европейского суда. Однако все его решения, которые, если с точки зрения содержания мы обратимся, то они явно больше находятся на стороне обвинения и находятся в противоречии с тем, что процесс у нас равноправный и состязательный. Интересно, что есть основания для пересмотра, но это не значит, что суды прямо сейчас вот ринутся в бой, да, и начнут пересматривать. У вас была реальная история. Давайте просто в двух словах мы вспомним об этих событиях. Судья Мосгорсуда, председательствующий Егорова, была заинтересована в том, чтобы вы не работали судьей, и пыталась этого добиться. Ну, не только я, и некоторые другие. Ну, в частности, в том числе, да. Ну, и она добилась своего. Она своего добилась, и вы были с этим не согласны, пошли опротестовывать это представление. И, насколько я знаю, в данном случае ваша жалоба сейчас находится в Страсбурге. Да, жалоба в Страсбурге, поскольку здесь уже практически все исчерпано. Вот у нас никто не воспринимает как, например, субъектов для пересмотра наших дел, да, в соответствии с решением вот этого Конституционного суда. Да? И суды просто говорят, вы не были заявителем, да, и, значит, мы вашу жалобу по фактическим обстоятельствам не принимаем. Но почему этот механизм не работает? Они не хотят. Мне вот, например, сказали, когда решение объявили уже в высших инстанциях, ну что же вы хотите, мы сейчас вот отменим его, что будет? Все пойдут. Все. Чем вы не устраивали судью Егорову? Как сказать, ну так громко можно сказать, ну, независимостью своей, да, ну это может как громко будет сказано. Ну в чем это выражалось? Вы принимали решения непопулярные у власти, да, или непопулярные у судьи Егоровой? Суды-то вот с начала 2000-х очень хорошо почистили. Первым делом 100 с чем-то человек, по-моему, было из Мосгорсуда выводено. Вот, и все эти составы хорошие ушли, которые вот нормально разбирали конституционные жалобы, там что-то отменяли, что-то там. То есть, был такой момент, когда вот Мосгорсуд перестал быть Мосгорштампом. Конец 90-х, там действительно было очень приятно. И вот можно было в состав позвонить и получить действительно правовую консультацию, да, а не так, что вот
То есть такая перезагрузка системы начиналась, а потом да, все да, а потом заморозилось. как раз вот с приходом безызвестного руководителя это все, значит, начало зажиматься. Сначала там, потом все это пошло в район, и, так сказать, сейчас уже вот... Что мы сейчас имеем? Каков ваш видим, диагноз? Что мы сейчас имеем? Ну, ужасно. Ну, по процессу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, естественно, многие следят за этим. Здесь, да, это здесь, видно. Вы следите за этим процессом? Ну, по мере возможности, конечно, я так знаю. Какой вывод для знаю, себя, что как бывший судья, вы делаете прежде всего? Плохо все в нашем правосудии, плохо. И не только вот... А вот здесь дело в том, что значимый процесс, и люди такие, ну, серьезные, знаменитые, да. А что делать бедному несчастному? Вообще ничего. В данной ситуации люди даже не могут понять, им не разъяснено до сегодняшнего момента, в чем они обвиняются. Бедному несчастному, если вот скажут, ты украл мешок картошки, хотя понятно, где, когда украли мешок картошки. А вот что сделали Ходорковский и Лебедев до настоящего момента, вот нам непонятно. Обвиняется, что украли всю нефть. В вашем представлении, Александр, что она из себя представляет судебная реформа? Сейчас, реально. Да ничего не представляет, на мой взгляд. Опять же, на уровне исполнения мы сталкиваемся с тем, что независимому судье сейчас быть очень тяжело. То есть, в некоторой ситуации практически невозможно. А ведь реформа должна быть направлена только на это. Конечная цель вот этой реформы – независимость судья. Ну, естественно, при этом он должен быть там грамотный, умный, порядочный. А сейчас это как происходит это проводник, давление? Это проводник, скажем так, политики партии в жизни, вот, да, если сравнивать. Давайте вернемся к событиям минувшей недели, которые происходили в зале номер 7 Хамовнического суда. Итак, насколько мне известно, прежде всего там допрашивали Гитаса Анилиониса, руководителя СП РТТ, человека, на которого ссылались очень многие там секретари, обыкновенные работники, приглашенные ранее свидетелями. Почему он так значим для обвинения? Что он сказал? Но ничего относимого к делу нам свидетель не сказал. Второе. Когда по ходатайству стороны защиты оглашался сегодня протокол Басманного суда, где свидетель был допрошен тоже в качестве свидетеля ранее, свидетель нам в феврале суду, не нам, а суду в феврале 2007 года говорит, что я вот много раз допрашивался, несколько раз по делу ЮКОСа, и допрашивался 3-4 года назад, последний раз. На вопрос судьи отвечает. Это зафиксировано в протоколе судебного заседания. Тогда, как буквально вчера и сегодня сторона обвинения оглашает протоколы, которые датированы недельной давности перед приходом свидетеля в суд Басманны. То есть свидетель просто врет. И в дальнейшем задавать ему вопросы, получать какие-то ответы, ну вот, пожалуйста, наглядный пример.